обсуждаем Евровидение. Да, меня зовут Тата, Меня Валерия. и очень рада, если вы будете с нами и будете к нам присоединяться, и с нами вместе будем переживать этот волнительный праздник Евровидения, который начинается в феврале, а заканчивается в мае. И мы будем счастливы, если вы нам будете ставить лайки и подписываться на наш канал. Да, и писать комментарии. Да. Писать обязательно свое мнение и давать нам обратную связь. Да. А сегодня мы будем слушать Данию. Данию, да. Дания выигрывала конкурс трижды. Это было в 1963 году. В исполнении Греты и Йоргана. Да. И также они побеждали в 2000 году с песней Fly on the Wings. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Reaching the stars above. Touching the sky. И также они одержали победу, можно сказать, практически недавно, в 2013 году, в исполнении Эмили де Форст. А на конкурсе в 2022 году, то есть в предыдущем, песня The Show в исполнении регги не смогла пройти даже в финал. Да, даже в финал они в прошлом году не смогли выйти. И я вот представляю, как это обидно. Это настолько обидно не выйти в финал. Ну, действительно. Угу. Ну, в этом году, значит, они будут во втором полуфинале 11 мая в 2023 году. Это год, в который мы снимаем. Ну, они будут в начале, в первой половине. То есть это не супер, но будем надеяться, что у них классная, крутая заявка в этом году. Да, и они смогут пройти и состязаться с другими уже в финале. Причем в этом году будет немножко другое голосование, по-другому будет проходить отбор. И я думаю, что это честнее отбор, когда люди выбирают сами, что им нравится для финала. Вот. И Дания выступает с певцом Рейли. Он также блогер и прославился благодаря исполнению каверов на существующие песни в ТикТоке. Вот, и набрал 10 миллионов, более 10 миллионов подписчиков. Ну, представьте. Это вспомни, Англию в прошлом году, это тоже блогер. И, скорее всего, Дания увидела успех блогерный и решили пойти по этому же пути. То есть раньше они, возможно, не доверяли, да и многие страны не доверяли песням Ютуба и ТикТока. Вспомни Little Big, тоже какой фурор произвел. Сейчас стали все немножечко более осовремениваться, искать действительно способы, как можно выиграть, что цепляет зрителя, и стали обращать внимание именно на певцов из соцсетей, а не тех певцов, которые постоянно на экране в телевизоре, которые суперпрофессиональные, а именно любители, певцы-любители сейчас... Ну, я бы не сказала, что они именно любители. Это те люди, которые умеют вовлечь аудиторию. Если у них много подписчиков, значит, они знают, как сделать так, чтобы зритель на них повелся. И как раз-таки в Евровидении это тоже очень важно, чтобы сделать так, чтобы зритель, который смотрит, проголосовал за тебя. Поэтому, мне кажется, это хороший ход. Потому что это честный ход. Певцы, которых двигает телевидение или деньги, они могут не такими быть крутыми на самом деле, как те, которые самостоятельно продвигаются, то есть действительно на любви зрителей. Вот, да.
А также Рейли неоднократно обвиняли в использовании автотюна, который меняет голос, тембр песни. И также его многие считают его популярность обусловленной только маркетинговыми усилиями. И Рейли отрицает обвинения, считая, что их распространяют интернет-тролли. То есть его обвиняли в том, что он поет, то есть не своим голосом. Ну, мы сейчас увидим, потому что на Евровидении же нужно петь вживую. И я думаю, если его выбрали, значит, действительно эти все новости – это все фейки. Ну да, потому что мы знаем, что всегда все люди очень завистливы популярности других, и если у кого-то что-то очень круто получается, им становится от этого завидно, они начинают поливать грязь. Придумывать разные объяснения, почему они успешны. Да, и всё отрицательное, ну, это понятно, это такая людская натура. Ну, песня, значит, у него будет "Разбиваешь мне сердце". Мгм. Значит, было 8 претендентов на то, что в телешоу, его отбирали телешоу, было 8 претендентов на, а, на заявку в Евровидении, выбрали именно Рейли. Ты затронула момент того, что теперь будут голосовать именно зрители, да, как раз вот к Да. тому, что тиктокер и его любят зрители, и как раз в полуфинале будут голосовать зрители, то есть это тот шанс именно, что в этот раз-то они точно пройдут в финал. А почему они так решили сделать? Потому что в 2022 году, то есть это в прошлом году, был обнаружен сговор. Сговор среди жюри Евровидения. И был большой скандал, который был доказан, что сговор действительно был. Какой Поэтому кошмар. да. Поэтому теперь с помощью платного онлайн-голосования будут выбирать зрители. Но, а какая же гарантия, что в финале нет сговора? Это ж тоже может быть сговор, правильно? Ну, кто нам теперь дает гарантии? Мы теперь будем все сомневаться. Да, но в финале и зрители голосуют, и жюри, и зрители могут все-таки выбить любимчика на первое место, потому что очень часто я замечала, например, жюри дает 12 баллов, а в итоге эта страна оказывается внизу, потому что никто из зрителей не захотели голосовать за них, и то, что им жюри дало высокие баллы, ничего не значило. А именно так и происходит. И всегда смотришь вот эти радостные лица, когда жюри выбирает, кто-то уходит на первое место, они так счастливы, так радуются, ты смотришь на них, а потом их лица становятся настолько грустными, и они не понимают, что же такое произошло-то? А почему? Я же был на первом сейчас месте, меня жюри выбрало, а почему вдруг меня опустили там чуть ли не на 3-е или на 4-е место зрители? Ну, это всегда интрига, но это, конечно, прикольно, но нужно Но быть это интересно за этим наблюдать. Это оно и есть, это же шоу. Это так сделано специально, чтобы мы смотрели на эмоции исполнителей. Это не только конкурс песни, это еще и шоу, чтобы пощекотать нервишки людей. Ну, давайте послушаем теперь Рейли, посмотрим, что это за такой представитель, молодой, я так думаю, раз он тиктокер. И посмотрим, сколько он отличается от участника Великобритании прошлого года, потому что он действительно нас удивил, он был очень крут. И мы понимаем, почему у него было столько подписчиков. И сейчас мы включим Рейли. Да, давай. Do you remember? Said it'd be easier if I was dead. 'Cause whenever you're trying to start something up in my head, pink skies, red wine, I called you mine. September. О, эпатажный мальчик. Угу. Такие кудряшки у него. Мне нравится уже сразу. Угу. Хороший тембр голоса. Да. Мгм. Это уже лучше, чем все прошлые заявки, я так думаю. Более интересно. Да, и смотри, как он одет, сразу видно, что он именно блогер. Мгм. Да, яркие одежды для привлечения внимания. О, мне нравится вот переход, когда вот сейчас он поет. Мгм. А есть добавление какое-то электронное в голос, чувствуешь?
То есть это на чем он и делал тренды, скорее всего? Но мне кажется, это за счет звуков сделано, а не за счет изменения голоса. Да. Потому что же нельзя петь под фонограмму. Нельзя же голос накладывать. Высоких к низким тоже, ну, интересное. Но голосочек слабенький. Прикольная песня, Сейчас при... Мгм. Сама песня классная. в этом и знаменитые все тиктокеры. У них классные песни, но голоса не очень сильные. Но при этом за счет того, что трендовая песня, они выбиваются в топы. Да, самые классные песни всегда достаются тем, которые не очень хорошо умеют петь, а профессиональные, которые очень круто поют, им дают не то. Вот если бы эту песню дать вообще какому-нибудь очень голосистому человеку, это был бы вообще просто шедевр. Но это очень интересно, я считаю. Как заявка, это интересно. В финал точно пройдут, я думаю. А? Думаю, в финал точно пройдут. 100%. И видишь, он очень интересный внешне. Внешне интересный. Хоть он и очень молодой, но он интересный. Да, все-таки блогеры, тиктокеры, ютуберы рулят, я думаю, На настоящие. них интереснее смотреть. Смотреть на них интересно, чем на Интерес- обычных певцов. Уже мир немножко другой. Они умеют сделать шоу. Заявка мне понравилась, если Мгм. честно. Прикольная заявка, интересная. Да, уже что-то пошло более интересное. Да, конечно, когда слушаешь голосистых певцов с крутыми вокальными данными, которые учились в академической школе, развивали свой голос, знают, как правильно взять каждую ноту, как ее потянуть, как ее подать. Да. А с другой стороны, смотришь вот такого мальчика, который просто эпатажный, но он умеет вот эту мелодию, я так понимаю, он сам эти песни создает, он умеет ее написать классно. Вот профессиональным певцам следует обратиться к тиктокерам за песнями. Мне кажется, им нужно синтез хорошего певца с голосом и блогера, который может создать вот это шоу и привлечь аудиторию. Потому что здесь все, и одежда его, и как он держит эту аудиторию, как он держится на сцене, его песни, все это вместе дает вот этот эффект. А певцы, которые хорошо поют, они просто, например, обычно это очень слишком просто, они выходят в обычной одежде, они обычно выглядят, и они берут своим голосом. Но чтобы привлечь внимание, конечно же, вот это намного дает фору. Наоборот, намного идет вперед. Да, заметь, всегда во все времена, вот если мы сейчас вспомним историю, вообще уйдем куда-то вглубь, всегда зрители всегда любили, и вообще всегда в какой-то период временной всегда были какие-то народные любимцы, именно не те, которые оперные певцы, а именно простые ребята из народа. Например, «Ласковый май». То есть, если это в старые времена мы возьмем, они же были непрофессиональными певцами, и непонятно вообще, как они там пели. Но люди любят именно таких, понимаешь? Вот. Да, именно чем проще, тем лучше. Чем ближе к народу, ты близок к аудитории, которая тебя слушает. Мгм. Ты с ними на одной волне, по сути. Да. Так что я буду Дании желать удачи, поскольку они не очень удачная страна на Евровидении, хотя все-таки они и выигрывали. Но есть менее удачные страны, которые вообще ни разу не выигрывали. Так что нет, все у них в порядке. Просто в том году обидно, что с ними так получилось. А в этом году, я думаю, что они наверстают все упущенное. Поэтому всем удачи. А вы пишите, нравится вам песня. Как вы считаете, какие же исполнители лучше? Блогеры или классические исполнители, которые закончили академические институты? Не институт, а как это называется, академия или как, я не знаю.
которые учились академическому вокалу. Вот, да. Вот, да. Ну, в общем, что вам приятнее слушать? Профессиональные голоса, которые идеально попадают в каждую ноту, или вам больше интересное шоу? Пока. Да, пока. Лайки, подписочки. Мы знаем, что 90% наших зрителей смотрят нас без подписки. Ну, что вам стоит нажать на слово «подписаться», и вы будете всегда с нами и не пропустите ни одно наше видео. Пока! Всем пока.